Ее называли королевой Рахманинова и Джастином Бибером классической музыки. Валентина Лисица – пианистка, которая променяла блестящую карьеру в США и Европе на выступления в разрушенном Мариуполе и на передовой Донбасса. Почему всемирно известная артистка называет современную Украину странным образованием и кляксой в паспорте, а оккупацию войной своего народа против своего народа? В этом видео разберем, как музыка переплелась с ее политической позицией и почему Лисица не боится говорить о ядерной ничье, как о финале глобального противостояния. Что, по-вашему, будет, если они добьются победы? Они не добьются победы. То есть будет либо ничья, в смысле ничья ядерная. Это вопрос, на который только один ответ. То есть, если это ничья ядерная. Это когда вот посыпятся ядерные бомбы, когда все взаимно уничтожатся. Валентина Лисица родилась 25 марта 1970 года в Киеве, столице Украинской ССР. Ее семья не принадлежала к потомственной музыкальной элите. Мать Валентина Сергеевна работала закройщицей, а отец Евгений Александрович был обычным инженером. А корни семьи уходили в Одессу. Музыкальный талант девочки проявился аномально рано. В 3 года она впервые села за фортепиано. Это был очевидный статус вундеркинда. Ее сразу же определили в Киевскую среднюю специальную музыкальную школу имени Лысенко, элитное учебное заведение для одаренных детей. Но что примечательно, сама маленькая Валя вовсе не грезила сценой, бесконечными гаммами и аплодисментами. Музыка долгое время оставалась для нее лишь обязательной рутиной. Настоящей страстью Лисицы были шахматы. Она серьезно мечтала о карьере профессиональной шахматистки, часами просчитывая комбинации и мечтая о гроссмейстерских титулах. Математический склад ума, способность видеть доску на много ходов вперед – эти качества позже проявятся и в ее технике игры на рояле, которую критики назовут цифровой и ювелирной. Позже Валентина поступает в Киевскую консерваторию в класс известного педагога Людмилы Цверко, которая выучила более 30 лауреатов международных конкурсов. Именно там, в коридорах консерватории, она встречает своего будущего мужа, Алексея Кузнецова. Он тоже был пианистом. Их связывала музыка, но окончательно сблизили те самые шахматы. Много лет спустя в интервью Лисица обронит фразу, которая станет ключом к ее менталитету. Ее цитата: «Наша страна – это был СССР, а Украина – это странное образование, которое поставило жирную кляксу в мой советский паспорт». Как вам? Для Валентины крушение Советского Союза в 1991 году стало не обретением независимости, а личной и геополитической катастрофой. Судя по ее восприятию, Украина, как суверенное государство, была искусственной, ложной структурой. С этим внутренним отрицанием молодая пара пианистов решает бежать. Но не от дефицита, а за своей американской мечтой. В 1991 году, пока на руинах СССР делили заводы, Лисица и Кузнецов выигрывают первый приз престижного международного конкурса фортепианных дуэтов Genov International Two Piano Competition. Этот триумф открывает им двери в США. В 1995 году они триумфально дебютируют на Нью-Йоркском фестивале Mostly Mozart Festival в Линкольн-центре под руководством знаменитого дирижера Джерарда Шварца. Жизнь заиграла красками абсолютного успеха. Они покупают роскошный деревенский дом в престижном районе Северной Каролины, а затем перебираются в Майами. Вилла с бассейном, дорогая спортивная машина, признание. В их доме стояли 4 концертных рояля, а компанию им составляли породистые коты. Вскоре у пары рождается сын Бенджамин. Казалось, это финал
идеальной историей успеха эмигрантов. Но у американского музыкального рынка свои жестокие законы. Через несколько лет карьера Валентины начинает стремительно буксовать. Смерть ее бессменного менеджера наносит тяжелый удар по контрактам. Лисица внезапно понимает, что для американских продюсеров она всего лишь еще одна симпатичная светловолосая русская пианистка, каких сотни приезжают из бывшего Восточного блока. Концертов становится меньше, доходы падают, над домом нависает ипотека. Валентина оказывается на грани того, чтобы навсегда оставить музыку. И вот здесь срабатывает тот самый шахматный ум. Вместо того, чтобы обивать пороги агентств, Лисица делает шаг, который перевернет всю индустрию классической музыки. В 2007 году она загружает свой первый ролик на зарождающуюся тогда платформу YouTube. Это была запись этюда картины Рахманинова со старой видеокассеты. Сама Валентина вспоминала об этом так, цитирую. «Моим первым клипом на YouTube была запись с видеокассеты очень низкого качества, где я играла на ужасном школьном фортепиано и где звук не совпадал с видеорядом. Но даже при этих обстоятельствах мое послание было понято аудиторией. Количество просмотров стремительно росло. Далее загружалось все больше видеороликов. Так был заложен первый камень в фундамент карьеры, построенной за счет соцсетей, которая до этого момента не имела аналогов в мире классической музыки. Так Лисица общалась со зрителями напрямую, без посредников в виде критиков и звукозаписывающих лейблов. Ее интерпретации Шопена и Рахманинова взрывали сеть. Продажи ее старых DVD на Amazon взлетают до небес. Валентина Лисица официально тогда становится первой классической королевой YouTube, собрав феноменальные для этого жанра на сегодняшний день 320 миллионов просмотров и 750 тысяч подписчиков. Интернет-успех заставляет зашевелиться и старых гигантов индустрии. Так, в 2010 году Валентина Лисица исполняла голландскую премьеру концерта для фортепиано номер 5, основанного на музыке второй симфонии Сергея Рахманинова, совместно с Роттердамским филармоническим оркестром. Через год, в 2011 году, она дебютировала с Бразильским симфоническим оркестром. Она выступала также с такими оркестрами, как Чикагский симфонический оркестр Кёльнского радио, филармонический оркестр Сеула, симфонический оркестр Сан-Франциско и симфонический оркестр Питтсбурга. В 2012 году старейший лейбл Дека подписывает с ней эксклюзивный контракт. Лисица дает концерт в лондонском Royal Albert Hall перед 8000-ной аудиторией, где программу выбирали сами зрители через онлайн-голосование. Well, hello everyone. I'm so excited to tell you that my concert from Royal Albert Hall will be broadcast live. It's Tuesday 19th at 8 o'clock London time, and it will be available here, and I hope you do tune in to watch it. I'm so excited, so see you there. Дальше сольные концерты в Большом зале Берлинской филармонии, выступления с оркестром де Пари, Чикагским и Сан-Франциским симфоническими оркестрами. По признанию самой Валентины, ее американская жизнь перевернулась в 2014 году. Сидя в своем доме в США, она круглосуточно следила за новостями с родины, из Киева. Стравили людей, направили их на невидимого, несуществующего врага, на их братьев, на Россию, на русскоязычных украинцев. Лисица утверждала, что западные медиа откровенно лгут и фильтруют информацию. В интервью она приводила примеры. Цитирую. Банальный пример. Девушка на площади читает стихи, прямо восхваляющие нацизм.
А здесь всем рассказывают, что это стихи о трагедии Голодомора. Решающим же моментом для нее стали события 2 мая 2014 года в Одессе. Лисица, чья семья происходила из Одессы, восприняла это как личное горе и проявление чистого фашизма, который Запад предпочел не заметить. Владея украинским, русским и английским языками, Валентина начинает собственную информационную войну. Она регистрирует аккаунт в Твиттере под ником «Недоукраинка». Это был ее ответ на высказывание тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о жителях Донбасса. Она начинает дословно переводить лозунги украинских активистов на английский язык, тем самым, по ее словам, показывая изнанку революции западной публике. Далее цитата из ее интервью изданию «Российская газета» и Максиму Васюнову от 12 июня 2024 года. Цитирую. «Причем все случилось неожиданно и для меня самой. Я стала замечать, что информация о происходящем на Украине в американских СМИ и комментариях властей расходится с той, что слышу по телефону от наших с мужем родных. Эти расхождения с реальностью Майдана были на удивление очевидны. Я стала просто переводить с украинского все, что прозвучало на Майдане и вокруг него, честно полагая, что этим помогу американцам, в том числе журналистам, разобраться, что происходит на самом деле на Украине, о которой они прежде и слышать не слышали. Первое время на меня даже ссылались какие-то американские издания, но потом вдруг резко перестали». Конец цитаты. Реакция последовала незамедлительно. Украинская диаспора в Канаде и США разворачивает масштабную кампанию против пианистки. Меня обвинили во всех смертных грехах, даже в подстрекательстве. Вы сказали, что я жертва, но я не жертва, я символ вот этой информационной борьбы, которая проходит по всему миру, в общем-то. Я для обоих сторон стала символом. Что я делала такого преступного в Твиттере? Я ведь не шла играть концерт и рассказывала со сцены, что происходит. Нет, я в Твиттере писала, что происходит. Я давала человеческое лицо жертвам войны. Я кричала: остановите эту войну, потому что люди просто одурели, и они не видят жертв, потому что очень легко сказать, ну надо, знаете, их убивать, там протестуют, а вот когда появляется одно лицо ребенка или пожилой женщины, которая умирает от голода, или кому-то отрывают руки и ноги от бомб, вот это я доносила Западу. И очень много людей это слышали, естественно, меня пытались заткнуть как могли. Сначала мне целый год говорили... Кто? Естественно, я думаю, что это украинская диаспора, конечно, потому что я все переводила на английский язык, потому что я из Києва, я гражданка України, я прописана... Щирою українською мовою розмовляєте? Розмовляю, звичайно, краще, ніж наш президент. В апреле 2015 года гремит первый грандиозный скандал. Симфонический оркестр Торонто в одностороннем порядке исключает Валентину Лисицу из концертной программы, где она должна была исполнять второй концерт Рахманинова. Ее обвинили в разжигании ненависти и подстрекательстве. Руководство оркестра пыталось замять скандал, предложив Валентине сделку. Они выплатят ей весь гонорар в обмен на то, что она публично заболеет и промолчит об истинных причинах. Но Лисица отказалась. Она придала историю огласке, запустив кампанию под лозунгом «Музыку заглушить нельзя». Вступает. Но этого не состоялось. Мы смотрим одну вещь по CNN, что нам показывают, а другую то, что я понимаю на русском, на украинском языке, и то, что говорят родители. И вдруг вот эта картина, вот это благополучное мировоззрение простого американского обывателя, давайте так скажем, оно катастрофически схлопывается, потому что я вижу, что они врут в каждом слове. И я говорю: нет. Никаких Майданов я поддерживать не буду. Я начинаю работать, я начинаю переводить то, что происходит там в Твиттере. Я работаю с американскими журналистами, я работаю с журналистами там Wall Street Journal, то есть не просто какие-то. Позже она утверждала, что звонок с требованием ее отмены поступил напрямую из офиса Хиллари Клинтон, которая тогда готовилась к президентской кампании. Именно в этот переломный момент Лисица делает свой выбор, и она впервые приехала в Донецк. Кстати, в том же интервью 2024 года Максим Васюнов спросил ее, что теперь с вашим американским гражданством. Лисица ответила так:
цитирую: «У меня два гражданства. Одно российское, я получала его автоматом, так как была гражданкой ДНР, и одно американское. В США не просто потерять гражданство, если у тебя есть хоть какой-то долг, даже если ты в рассрочку чайник купил. Пока не выплатишь, будешь оставаться американцем, а у нас там есть долги. В США живет сын, и это наша с мужем боль, потому что мы с сыном практически не видимся. Но буквально на днях он подал документы на российский паспорт. Теперь будем ждать сына в Москве. Наша семья останется в России. Здесь больше светлых людей. Здесь понятно, для чего жить и работать». Лисица сделала свой выбор еще в 2015 году, когда впервые приехала в Донецк. Она сознательно пожертвовала контрактами и мировым признанием ради того, что он называет русским миром. Для одних она герой, для других просто очередной инструмент путинской пропаганды, выступающий на руинах того, что они назвали освобождением. 22 июня 2015 года Валентина Лисица выступает в Донецке у монумента «Твоим освободителям Донбасс». Это выступление навсегда закрыло для нее двери в западные концертные залы. Лисица не просто уехала, она выжгла в себе все украинское, высмеивая протестующих как людей в кровавых трусах и обвиняя целый народ в коллективном безумии. Отыграли все, и вот и тут итальянцев наконец прорвало. То есть до этого это опять было молчание, то есть я не знала. И вот о чем был разговор такой, ну я играл на площади, меня спросили, ну как ты чувствуешь себя на площади, конечно тяжело играть на открытой площадке, особенно, я говорю, было смешно, что когда играла что-то очень тихое, красивое Шопена, вот прибежали собаки, целая собачья свадьба, они начали там лаять, драться, ну что сделать? И я говорю, ну знаете, собаки меня не волновали, я боялась, что придут украинцы с кровавыми трусами. Вот, все, тут они пошли. Говорят, а вы знаете, они звонили и угрожали, и писали. Они писали нам, и они написали мэру города, в мэрию потребовали отменить это. И мэр ответил им коротко, по-итальянски это очень красиво, я не знаю, можно ли это сказать. «Вафанкула», она им сказала, да, это значит, вот это такое красивое итальянское слово, это несколько слов, которые слиты в одно, это означает «иди, поимей себя в задницу». Я не могла То есть вы не понять. считаете город Киев украинским? Нет. В современном понимании? Да, то есть Украина это не была, мы уехали из этой страны. Наша страна это был СССР, а какая это Украина, это то вот странное государство, которое взяло наш советский паспорт на вывозе и поставило такую ляпку жирную, писало «властность Украины». Сегодня впервые выйду на сцену в филармонии, играть опять для дончан, это для меня всегда радость, но сегодня вдвойне или даже в 10 раз, в 100, вот у меня просто даже от волнения дрожат руки, такое ощущение вот невероятное. Концертов я играю тысячи, но такое событие раз в жизни, потому что я сегодня официально стала гражданкой, я стала частичкой народа Донбасса, Донецкой Народной Республики. После 2015 года жизнь Лисицы превратилась в бесконечные американские горки, где кривая успеха на Западе окончательно рухнула. С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году культура отмены настигла пианистку с новой силой. 9 мая 2022 Валентина Лисица появляется в полуразрушенном, только что захваченном российскими войсками Мариуполе. Она ставит инструмент прямо посреди разбитых улиц и играет для прессы и редких прохожих. Для украинского общества это стало актом окончательного предательства и кощунства, выступлением на человеческих костях и руинах домов. Для российской пропаганды – символом возвращения мирной жизни и русской культуры. В декабре 2022 знаменитый венецианский театр «Ла Фениче» отменяет ее апрельские концерты после шквала протестов в соцсетях. В июне 23-го по личной просьбе мэра итальянского города Леричи отменяется ее выступление на фестивале. Организаторы всегда требовали от нее одного –
публично осудить действия России. Валентина отказалась. Концерты отменяли в Турции, Франции, Венгрии. Существует предубеждение. Русские хорошо играют Рахманинова, Чайковского, но они не могут играть Баха, Моцарта и Бетховена, так как для этого обязательно надо поучиться где-нибудь в Лейпциге, Зальцбурге и в Бонне. Про музыкантов из стран Азии европейцы говорят: играют как машины. Они целиком посвящают себя своему делу, полируются, работают как ювелиры. Предположим, мы можем работать как воятели, возводящие архитектурную глыбу. А они, да, работают ювелирно, шлифуют. Но говорить, что все азиатские исполнители играют так, словно стучат на печатной машинке, нельзя. Это тоже форма расизма. Или сейчас, например, в зарубежных оркестрах начинают требовать, чтобы был определенный процент музыкантов с определенным цветом кожи или представителей сексуальных меньшинств. Что это? Вместо Карнеги-холла и Берлинской филармонии Лисица теперь колесит по российским регионам и оккупированным территориям в составе так называемой культбригады Москонцерта. Она выступает перед ранеными солдатами и местными жителями и восхищается донецкими музыкантами из оркестра непокоренных, которые, по ее словам, меняли флейты на автоматы, уходили в окопы, а затем возвращались на сцену. Для Лисицы это ее подлинная жизнь. Для мирового сообщества – трагическое падение прекрасного музыканта на дно военной пропаганды. Но что происходит в душе человека, который за секунду лишается всего, ради чего жил? Сама Валентина описывала момент своего вынужденного переезда в Москву как экзистенциальную пустоту. Она вспоминала, как однажды утром подошла к роялю и внезапно осознала, ей больше незачем репетировать. У нее нет гастролей, нет планов, нет будущего. В этот момент она назвала себя виртуальной жертвой войны, которую попытались уничтожить ментально и профессионально. Именно из этой глубокой личной обиды, из этого чувства, как она говорит, несправедливой отмены на Западе, и родилось ее нынешнее ожесточение. Музыка, которая, по ее же собственным словам, когда-то должна была лечить человеческие души, трансформировалась в инструмент геополитического возмездия. Рахманинов, Чайковский и Прокофьев в ее руках перестали быть просто искусством. Они стали знаменем в войне цивилизаций. Лисица искренне убеждена, что сейчас идет битва не за территории, а, мол, за русскую культуру. Все это превратило ее в бескомпромиссного радикала, готового принять самый страшный сценарий. Ее шахматный ум, когда-то просчитывавший победы на доске, теперь абсолютно хладнокровно анализирует финал человечества. Потом, естественно, мне вот как гости ДНР, мне провели экскурсию, меня спросили, хочу ли я поехать в 9-этажку возле аэропорта. Я сказала, что хочу, конечно. Меня отвезли, мы погоняли чаи с Гиви, он мне отрезал свой шеврон таким огромным ножом. Я просила, ну, как все девчонки, даже были влюблены, просто даже фотографии. Я так стояла рядом с ним и дрожала, и вот мы сфотографировались возле танка, вот такое. А потом, вот после этой поездки, естественно, мы поездили тогда везде. Вы помните свои эмоции 24 февраля этого года? Ну так это все было, во-первых, была бессонная ночь, во-первых, смотрели в прямом эфире, как признают республики, как идет вот это заседание, потом, естественно, тексты, все, поздравления всем друзьям, радость, потом начинается, в общем, собственно, военные действия, конечно, с замиранием сердца смотришь, что происходит. Ты сам веришь, что люди действительно наверху знают, о чем это, что происходит, и что все вот-вот закончится, замечательно. Потом это продолжается, естественно. Ощущение... Вот всегда было ощущение не того, вот, что, ну, хоть бы настал мир.
Нет, такого никогда не было. Было страшно, а что вот если настанет перемирие? Потому что вот это перемирие, вот эти Минские соглашения, которые висели вот буквально камнем на душах людей, потому что знали, что вот это остановилось, вот был страх именно за то, что все опять остановится. Ваши личные ощущения, вот когда вы это слышите, вот что мы воюем с НАТО, Мы воюем Россия с воюет НАТО, это без... с США, даже они, вопроса вот нет. что вы чувствуете? Сжимаются кулаки, хочется набить морду, что? Мне хочется набить морду НАТО спокойненько так. Валентина Лисица заявляет, либо будет победа за ней и ее новыми соотечественниками, либо не будет никого. Ее слова о ядерной ничье, когда на города посыплются бомбы и мир взаимно уничтожится, звучат не как предостережение, а как жуткий триумф, который она предвкушает. Можно ли вообще оставаться музыкантом, желая гибели своей стране, на которую напали? Спасибо, что посмотрели. Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию, что вы думаете о Валентине Лисице и ее пути. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.